Сегодня мы отправимся с вами в Катовице, уникальный, недооцененный и немного странный город Польши, чтобы увидеть его самые интересные локации всего за один день. НЛО, киберспорт, аутентичные шахтные районы и не только. Мы будем идти по нарастающей, так что смотрите это видео до конца и приятного вам просмотра. Катовице – это довольно интересный город Верхней Силезии, основанный в 19 веке с целью индустриализации. Сейчас здесь проживает около 300 тысяч человек, что позволяет городу занять 10-е место по численности населения в Польше. Можно сказать, что Катовице – это молодость и история в одном флаконе, потому что с одной стороны это город шахты с не очень позитивным промышленным прошлым, а с другой – современный, зеленый и музыкальный город, где, между прочим, проводятся масштабные чемпионаты по киберспорту. От тотального загрязнения к массовому озеленению, от промышленности к творчеству. Такую трансформацию прошел Катовице. И начинаем нашу прогулку с вокзала Катовице. Рядом с ним находится галерея Катовицка, первый индикатор современности города и один из главных торговых центров агломерации. Но не будем тут долго задерживаться и пойдем вглубь Катовице, чтобы знакомиться с его атмосферой и интересными местами. А нет, еще скажу пару слов о том, как добраться с Кракова в Катовице. Это очень просто сделать на поезде. Билет на одного стоит 19 злотых, мы потратили, и ехали около часа. Первая наша локация – это Мариатская улица, которую назвали в честь церкви, к которой она ведет. Улица стала пешеходной только в 2008 году, чтобы вы смогли прогуляться по ней, изучить дома, архитектуру, впитать атмосферу и посетить заведения, которых тут около 20 – кафе, ресторанов, бистро и ночных клубов. А еще спешу отметить, что в Катовице очень спокойная атмосфера. Прям вспоминаю Величку и нечто подобное. Я думала, здесь будет много людей, потому что город все-таки большой, но сейчас воскресенье, 12 часов дня или чуть раньше, очень спокойно и хорошо. Людей мало, хотя мы идем по популярным улицам, и мне это очень нравится. А вот, собственно, и церковь в конце Мариатской улицы. Не переживайте, это единственная церковь в этом видео. Костел Святой Марии был построен в неоготическом стиле и не так давно, в 70-х годах 19 столетия. Над его оформлением трудились знаменитые польские художники. Следующая наша остановка – это центральная рыночная площадь, но не похожая ни на какие другие. Она довольно большая, поэтому держите краткий площадь-тур. Первое, что мы здесь видим, это дома в самых разных стилях. Вот вам кирпичные красивые, дальше идут новые, строящиеся и серые коробки. Я не поняв, це що, Таймс-сквер? Что здесь есть еще? Лежаки, на которых можно позагорать летом, лавочки в таком уютном зеленом уголке, голубое ретро-здание, в которое уже успел влюбиться мой внутренний эстет, фуд-траки, где можно перекусить чем-то вкусненьким, и мега-уютная зона с цветами, пианино и фонтаном. Мне лично площадь очень понравилась, как раз таки за счет своей уникальности и непохожести, и особенно порадовало обильное количество зелени и цветов. Хотите немного Венеции в Катовице? А я вам покажу. Если свернуть с центральной площади в нужном секретном месте, можно увидеть канал реки Рава. Место специфическое, но довольно интересное, и я даже увидела там удочку. Недалеко от рыночной площади находится улица Адама Мицкевича, одна из самых важных улиц Катовице с постройками 19 века. Здесь находится бесчисленное множество исторических зданий. Из самых ярких я бы выделила местную баню с очень красивой архитектурой, здание бывшей кофейни «Войка» и школу номер 3 Адама Мицкевича.
Место, которое уже давно стало визитной карточкой Катовице и символом ухода Польши от сталинизма, это, конечно же, Spodek. Стадион с очень необычной формой в виде летающего диска. Собственно, его название так и переводится – блюдце. И пару фактов в цифрах. Первое, строительство Spodeka длилось 7 лет до 1971 года. И второе, арена может вместить до 11 500 зрителей. Вблизи стадион выглядит уже масштабно, но если посмотреть на него сверху, то можно впечатлиться еще больше. Кстати, именно в Spodеке с 2014 года проводятся турниры по киберспорту. И вот, например, последний такой турнир прошел в этом году, и его призовой фонд, только вдумайтесь, составил $1 миллион. Возле Spodeka мы видим конференц-центр. Очень классное современное место, где проходят разные деловые и не только мероприятия. Но самое приятное, что на крыше этого комплекса можно погулять по зеленому пространству и посмотреть на Катовице со смотровых площадок. Ну что я могу сказать, место классное, панорама красивая и людей немного. Это вообще так очень радует здесь, в Катовице. От этого дополнительно как-то уютно. Я вообще не любитель музеев, но необычные и продвинутые меня привлекают. В Катовице как раз есть такой музей, это Селезский музей. Первое, что бросается в глаза, подходя к музею, это высокий надшахтный копер. И снова учим новые слова с Катей. Да, я сама только узнала, как эта штука правильно называется. Я думаю, вы уже поняли, что Селезский музей находится на территории бывшей каменноугольной шахты. Он посвящен истории региона Силезия и уже через 6 лет будет праздновать свое столетие. Кроме изучения истории, тут также можно поесть, почитать и даже подняться на тот самый 40-метровый копер. А сейчас смотровую площадку. Конечно, у шахтной истории города есть обратная сторона. Важнее тогда были добыча, производство и рекордные планы, а экология и здоровье людей мало кого волновали. Угольная пыль, дым и отходы приводили к серьезным заболеваниям у постоянных жителей. Только с течением времени, при смене власти и целей, Катовице превратился в развитый город. Шахты закрывались одна за другой, началось активное озеленение, прошла Вторая мировая, исторические памятки монетизировали, а сам город превратился в современный и творческий мегаполис. К слову о творчестве. Сейчас здесь проходят самые яркие музыкальные концерты, фестивали и конкурсы. Следующее место – это что-то невероятное. Я имею в виду район Никишовец. Этот район отличается от других районов города тем, что был спроектирован специально для шахтных работников. И самое ценное здесь – это уникальная атмосфера прошлого. Вообще, чем этот район выделяется на фоне предыдущих всех мест, это тем, что здесь такие темного цвета кирпичные коричневые дома. Здесь такие вот уникальные с красной обводкой балконы и окна. Это сразу прям заметно, во всех домах здесь так. И, в принципе, атмосфера другая, такая рабочая, напоминает шахты действительно. И самое еще классное, что весь этот район, он сделан в форме таких шахмат и сверху выглядит прям идеально. Вот для перфекциониста самое то. Короче, у нас произошла интересная ситуация. Мы проголодались и собирались поесть в одном классном заведении в этом районе Никишевец, а тут этих заведений немного. Мы уже начали туда заходить, и оказалось, что мест там нет и не будет вплоть до 8 вечера. А потом до нас дошло, что сегодня воскресенье, и мы немного протупили с вопросом бронирования. Ну да ладно. В итоге мы нашли одно кафе, и оно оказалось мега уютным и очень-очень вкусным. Там мы поели на 80 злотых на двоих, это по 40 злотых на одного. Очень даже бюджетно, несмотря на то, что это место такое туристическое, необычное, красивое. Так что на 100% довольна, прям наелись. Всем советую туда, если что, пойти.
Кирилл. American горки. И раз уж мы заговорили про рабочие, аутентичные районы Катовице, то грех не упомянуть про Гишовец. Мы сюда только-только приехали, и я уже в полном восторге. Как всегда, меня легко как расстроить, так и впечатлить. И такое ощущение, что здесь как-то намного зеленее, чем в других районах, не знаю почему. И просто посмотрите, какая здесь атмосфера, здесь другие дома, другой стиль, но этот мне даже больше нравится. Ну вау, ну скажите же вау, ну красиво, ну я не могу. Оба района, Никишовец и Хишовец, были построены примерно в одно время, чуть более 100 лет назад. И, собственно, их названия идут от названий шахт, где работали жители этих районов. Никишовец относился к шахте Никиш, а Хишовец к Хише. Тут же находится небольшой уютный парк. И вообще, парков в Катовице очень много. Это знаменитый парк Костюшка, Долина трех прудов, Лесной парк и много других. Но так как мы приехали в Катовице всего на один день, а то и на несколько часов, то решили уделить время и внимание другим, более интересным достопримечательностям. Подведя итог, хочу сказать, что Катовице поразил меня до глубины души. Раньше про этот город я особо не слышала, может быть, там мельком, но очень зря. Этот город, наверное, самый недооцененный город Польши, и сюда точно стоит ехать. На один день ехать хорошо, но это такой стандартный тариф, и сильно детально вы не сможете изучить город, а так будете спешить все, как мы, обойти, объехать, желательно ехать на 2-3 дня. И как город для туризма, это шикарный город, как я сказала, потому что здесь есть много разных совсем районов, особенно вот эти аутентичные районы, последний вообще моя любовь. Также здесь очень много зелени, и просто кайфово гулять, провести время, отдохнуть. А как город для жизни? Немного более сложный вопрос, потому что мы здесь только один день. Но за это время я могу сказать, что мне очень понравилась атмосфера, она здесь невероятная. Здесь, в принципе, так просторно, не людно, не шумно и очень спокойно. А то, что здесь зелени много, это вообще добавляет, не знаю, это меня очень улыбает. Остальное уже нужно изучать, дальше идут детали, это медицина, инфраструктура и так далее. Ну, мы успели разве что проехаться на транспорте. Могу сказать, что он комфортный, как и везде в Польше. Единственное, не совсем понятно, почему автобусы некоторые ездят раз в час. Обязательно пишите свои впечатления от Катовице. Были вы тут, собираетесь только поехать или, может быть, уже живете. Всегда рада пообщаться с вами в комментариях и узнать ваше мнение. А мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Пока!